данном Go Fingerstyle самый любимый и популярный эффект у гитаристов — это ревер. И сегодня у нас на обзоре одна из самых крутых педалей ревера, которую мне довелось держать в руках. И знаете почему? Смотрите это видео до конца и узнаете. Я мог бы начать обзор с демонстрации звука, но фишка этой крохи в том, что звук может быть любым, каким вы захотите. Тут куча настроек, хотя по внешнему виду не скажешь, крутяшка у нас всего одна. Сейчас расскажу и покажу, где они спрятаны. Есть несколько способов накрутить звук на этой крохе. Первый — это, на мой взгляд, самый простой и эффективный — подключить его по USB к компьютеру, и на компьютере мы увидим интерфейс. Технология, которая позволяет не лепить кучу крутилок на самой педали, а перенести все это на интерфейс, называется Tone Print. Это технология компании TC Electronic, и не только ревер они делают по такому принципу, но мы сейчас посмотрим именно на ревер. В общем, что у нас есть? У нас есть так называемый эдитор, или по-русски editor. Есть некоторое количество пресетов, и есть пользовательские пресеты. Вот у меня пока что только он один. Мы можем это все загрузить на педальку, выбрали и загрузили. Вот. Как в любом, в принципе, плагине на компьютере, можем накручивать почти все. То есть уровень эффекта, есть чистый сигнал, нет сигнала, длину в секундах, предилей, сколько высоких, низких вы хотите пускать в хвост. Есть модуляция, то есть можно, чтобы хвост был не просто натуральный звук, а он был с вибрато, чтобы он был с фленджером. Можно накрутить уйму всего. Самое классное — это вот эти вот 3 пункта. То есть на одну ручку можно 3 разных настройки накрутить. Это очень удобно. Например, можно накрутить, чтобы чем больше я поворачиваю ручку, ну как это классический вариант, тем длиннее хвост и тем больше звука ревера, но и при этом, чтобы, например, у меня высоких частот тоже было больше в хвосте. Или чтобы вот в этом положении ручки у меня был хвост длиннющий, а когда я делаю на максимум, у меня был бы он, наоборот, супер короткий. Как угодно можно настроить. Это ли не чудо? Давайте послушаем. Вот так звучит гитара без ревера, мой чистый сигнал. И теперь включаем ее. Ну, давайте выберем пресет, например, Hall. На самом деле большинство пресетов родных мне не понравились, в том числе этот Hall. Ну, давайте еще какой-нибудь поставим. Вот какой-то дикий Phasing Temple. Такой хвост плавающий. Ну вот такая ситуация. Пресеты мне здесь не очень понравились, а возможность настраивать свой звук — это огонь. Например, мне очень понравился ревер этого комбика, и я без проблем накрутил очень похожий ревер, но только не в здоровом комбике, а в маленькой педальке, и теперь он всегда у меня с собой. При этом я сделал, вот послушайте. То есть такой немножко шиммер, то, что люблю я. Обожаю этот хвост. Опять же, этот хвост в обычных пресетах, ну, он был, но мне не нравился. Я накрутил свой, и это кайф. Но, опять же, это вот когда я поворачиваю ручку ближе к максимуму. Если же я возвращаю на серединку, то у меня просто обычно такой легкий. Довольно маленький, аккуратный хвост, который не мешает прослушиванию.
Опять же, насчет хвоста и настройки его. Бочка. Я не хотел, чтобы размазывалась. И я просто здесь в настройках низ срезаю, чтобы он не летел у меня длинный такой, заполняющий все низ, а было все аккуратно. Если даже больше ревер добавить, вверх он летит, а низ остается. Окей, какие еще есть способы настроить этот красный инструмент для ревера? У нас есть Editor, а есть Library. И тут у нас в библиотеке куча настроек. Они рассортированы по продуктам. Это не только вот у нас есть ревер, а куча других педалек. У TC Electronic поддерживает эту технологию Tone Print, то есть настройки через интерфейс. Есть также по артистам. Это, кстати, прикольная фича. Ну, например, Steve Vai. Заходим в Hall of Fame, мини, у нас маленькая педалька. Все, нажимаем Send to известно что. Все, у вас в педалборде ревер, какой накрутил Steve Vai. Он, если вам не понравился, вернулись и закачали обратно свой. Классно? Классно. Но не обязательно таскать с собой компьютер с USB кабелем, можно таскать с собой iPad с USB кабелем. Ну, конечно, нужен специальный коннектор, камера кит. И для iPad есть точно такой же интерфейс, то есть через него тоже можно загружать в педальку настройки и там же настраивать. Но еще есть одна фишка у Tone Print, то есть у технологии, которая закачивает туда настройки. Сейчас покажу ее. Следующий способ подходит для электрогитаристов или акустических гитаристов, которые используют магнитный датчик, потому что смотрите, как это происходит. Мы скачиваем на телефон, неважно, iPhone или Android, приложение, собственно, Tone Print, выбираем в этом приложении нашу педальку, выбираем пресет. К сожалению, через телефон невозможно делать тонкие собственные настройки, но здесь можно выбирать готовые пресеты артистов. Например, Matteo Assato, надеюсь, я правильно произнес. Выбираю его, здесь написано Beam to Pedal. Что значит Beam? Я подношу вот так вот к датчику, нажимаю Beam и слушаем звук. Адский звук. Педалька начинает моргать, и все. Представляете? Получаем звук от Matteo. Ну или, например, Guthrie Govan тоже. Нажимаю на него, нажимаю... Ну вот Guthrie любит вот такой вот комнатный звук. Кстати, сейчас звучал только этот магнитный датчик, потому что если я как-то хитро по-другому подключаю, вот эта технология Beam to Pedal, она не работает. Но я думаю, этот датчик тоже неплохо звучал. Это, кстати, K&K Double Helix. Друзья, супер новость. Компания TC Electronic и Go Fingerstyle разыгрывают для вас это красное чудо. Вы можете поверить? Кому-то из вас достанется эта педаль. Что нужно сделать? Подписывайтесь на канал Go Fingerstyle. Рядом с кнопкой подписаться вы видите колокольчик. Жмякайте на него. Не забудьте поставить большой палец вверх к этому видео. И пишите в комментариях на YouTube под этим видео, зачем вам эта педаль. Мы определим победителя, и эта штука отправится к нему. Ну а я пошел, пока есть возможность, послушаю еще этот ревер.